Боба Фетт по праву считается лучшим охотником за головами своей эпохи. Генетический клон своего отца, охотника за головами Джанго Фетта, Боба обучался боевым навыкам с юных лет. За свою карьеру, которая включала контракты с Империей и преступным миром, он стал легендой, но несмотря на репутацию опытного охотника и убийцы, у него все же было слабое место – любовь к тем, кого он считал своей семьей. Почему же, когда кто-то поцеловал жену Бобы Фетта прямо у него на глазах, он позволил этому человеку спокойно уйти, когда любого другого, скорее всего, просто бы застрелил на месте? Дело в том, что между ним и Бобой существовали особые, можно даже сказать братские, отношения. Поскольку в прошлом судьба каждого из них была тесно связана с мандалорским наемником Джанго Феттом. Друг, если тебе нравятся подобные видео, то прямо сейчас подписывайся на канал, чтобы в будущем не пропустить выход новых роликов, а мы продолжаем. Однажды Джанго получил от графа Дуку новое задание – выследить и уничтожить человека, владевшего секретной информацией сепаратистов. Им оказался сбежавший из камина клон, который не хотел воевать и пытался начать жизнь простого человека. Несмотря на внутренние сомнения, Джанго сделал свою работу и убил клона, но после обнаружил, что у погибшего солдата были жена и маленький сын. Чувствуя вину за произошедшее, он открыл счет в банке, предназначенный для помощи этому мальчику. Спустя много лет банкир Джанго, на тот момент уже работавший с Бобой, предоставил ему информацию об этом секретном счете, а также его получателе – Коноре Фримане. Он также сообщил Бобе, что за голову Фримена была назначена награда одним влиятельным криминальным авторитетом. Желая раскрыть тайну своего отца, Боба немедленно отправился на поиски Конора и успел вытащить его из лап бандитов, сделав это в знак уважения к своему погибшему отцу. Далее их пути разошлись, но пришел тот день, когда судьба свела этих двоих снова. Примерно за год до битвы при Явине губернатор Конкор-Доуна Пуртон решил отомстить Бобе Фетту за убийство своего сына Ленавара. Команда из нескольких наемников и штурмовиков напала на Фетта, когда тот охотился на преступника по имени Бендек на пустынной планете Сатимон. Когда Фетт наклонился над ямой, в которой спрятался Бендек, наемные убийцы выстрелили ему в спину, и мандалорец свалился в яму. Убив Бендека, Фетт надел на него свои доспехи и включил реактивный ранец. Когда тело преступника вылетело из ямы, наемники приняли его за Бобу и изрешетили из бластеров. Фетту было на руку то, что Бендек был слегка на него похож, как и то, что один из выстрелов пробил визор его шлема. С этого момента Боба Фетт считался погибшим. Имея в своем распоряжении идентификатор Конора Фримена и пользуясь тем, что внешне они выглядели практически одинаково, Фетт мог вполне безопасно начать расследование покушения на свою жизнь. Установив личности своих несостоявшихся убийц, Фетт начал на них охоту. Вначале он прибыл на Эридонию, где допросил одного из участников покушения, капитана Забракской армии Сибара. Выяснив, что его нанял штурмовик-командор, другой участник покушения, Боба сбросил Сибара с моста. После Фетт вернулся на Сатимон, где представился таможеннику как Конор Фримен. Найдя штурмовика-командора и сбросив его с рассоспенника, Фетт выяснил, что операцией командовал капитан штурмовиков Командос Мак Юивс. Фетт оставил связанного штурмовика рядом с рассоспенником, верно предположив, что животное непременно расправится со своим бывшим хозяином в качестве мести за жестокое обращение. Шпионка на службе Пуртона, Тейшен, узнала, что убийцам Фетта мстил некий Конор Фримен. Надев броню погибшего на Сатимоне штурмовика, Фетт явился в контину на Адзере и успел вывести оттуда Фримена и его друга-бармена Куини, прежде чем бар был уничтожен выстрелом из корабля Пуртона. Фетт доставил потерявшего руку Фримена в лабораторию своего знакомого хирурга Корнелиуса Эвазана, где тот получил кибернетический имплант. Объяснив Конору, что он использовал его личность для того, чтобы расквитаться со своими убийцами и выяснить имя их нанимателя, Боба привез его на Конкор-Доун, приказав найти и защищать наемника по имени Синтас Уэлл.
Сам же Фет отправился на Луну Блэкфелл, где были расквартированы штурмовики Командос. На подлете переодетый штурмовиком Фет заявил, что его корабль подбили повстанцы, и направил его в диспетчерскую вышку, а сам улетел на реактивном ранце. Живей, живей! Тушите огонь! Ты, Повелитель Вейдер, что здесь произошло? сильно поврежденный корабль попытался приземлиться в доках. Он снес диспетчерскую вышку. Если он был так поврежден, почему ему разрешили посадку? Почему его не перенаправили в другое место? Я не могу знать, Повелитель Вейдер. Кто разрешил посадку? Привести их ко мне. Офицер, разрешивший посадку, был внутри вышки. Это достойное наказание за его некомпетентность. Продолжай патрулирование, солдат. Так точно, Повелитель Вейдер. Бей снова, боец! Не дай противнику прийти в себя! О! Капитан Юивс, произошел взрыв, капитан. Повелитель Вейдер приказал найти вас. Неужели, солдат? Если я понадобился Вейдеру, то зачем отправлять посыльного, когда можно воспользоваться камлинком? Возможно, дань уважения? Уважение? Тебе стоило проявить больше уважения и придумать ложь получше. Я знал владельца этой брони и в курсе, что он погиб. Не знаю, кто ты, но придя сюда в одиночку, ты совершил самый глупый поступок из всех, что я видел. Похоже, что сегодня мы тренируемся на живой мишени, парни. Боевое построение 7. Боевое построение 7? У вас есть построение, которое значит встать в линию перед гранатами? Что? Юивс, мне нужна информация. У тебя нет времени меня допрашивать. Скоро на взрыв сбегутся люди. Что ж, я на это надеюсь. Отнесите их в лазарет. Простите, парни. Внимание! Обнаружена угроза. Посторонний на Блэкфелле. Черт. Ладно, Боба. План Б. Всем солдатам вернуться в казармы. Перекрыть все двери в ангарах. Эй, ты что, не слышал? Всем вернуться в казармы! Тебе не выбраться с этой луны. Диспетчеры ни за что не дадут разрешения на взлет. Не волнуйся. Об этом я уже позаботился. Эй! Эй! Есть здесь кто-нибудь? Ау! Ты? Но мы же убили тебя! Да, убили. И это меня очень сильно разозлило. Знаешь, я коллекционирую зубы монстров, Юивс. Это клык Бальега. Так вот, на нем до сих пор осталось немного яда. Скажи, тебе известно, какую боль он причиняет? Да, известно. Хорошо. Тогда расскажи мне все, что меня интересует. Нам сказали, что никто не должен решить, будто Империя пошла против охотников за головами. Нам пришлось нанять экзотов, отсюда и радианец, и капитан Забрак. Кто тебя нанял? Кто все организовал? Женщина по имени Тейшен. Она главный шпион у губернатора Пуртона. Пуртон? Знакомое имя. Раз он пошел на такое, чтобы убить тебя, полагаю, вы знакомы, Фет? Он губернатор Конкордоуна. Тем временем, находясь на Конкордоуне, Коннор Фриман разыскал Синтас Уэлл, которая оказалась бывшей женой Бобы Фетта, и жила здесь вместе с их дочерью Эйлин. Понимая, какая опасность им грозит, они укрылись в убежище, но вскоре туда прибыл Пуртон вместе с Тейшен и отрядом наемных защитников. Взорвав дверь, они забросали помещение гранатами. «Бежим!» В этот момент к месту схватки прибывает Рап-1, и Фет сходу вступает в бой с наемными защитниками. В
Во время сражения он убедил Тайшен, что ее наниматель скоро погибнет, и предложил взять ее к себе на службу. Та согласилась, и Боба направился в убежище Синтез, куда ранее вошли Пуртон и 3 защитников. Застрелив 2 из них, он подошел к люку, ведущему в потайную комнату, где укрылись близкие ему люди. Однако его помощь более не потребовалась, поскольку последние защитники Пуртон были уже мертвы. Пуртон отказался поверить, что его сын был убит Фетом за насилие над Синтез, и напал на нее, после чего Фриман застрелил обезумевшего от ярости губернатора. «Ты в порядке?» Фет по-прежнему находился с бывшей женой в плохих отношениях и не стал с ней разговаривать. Увидев, как она целует Фримана, он молча развернулся и вышел на улицу. «Все кончено. Человек, стоявший за всем этим, мертв. Твоя семья спасена». Ты целовал мою жену. «Она тебе больше не жена». Верно. «Держи. Что это? Зуб Пуртона. Я помню, ты собираешь зубы чудовищ. Он явно один из них». Видел Эйлин? «Да, забавная девчушка. У нее наши глаза». Это точно. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.